Советский фильм «Вий» – один из самых известных экранизаций одноименной повести Николая Васильевича Гоголя, снятого на киностудии «Мосфильм» в 1967 году режиссерами Георгием Борисовичем Кропачевым и Константином Владимировичем Ершовым. Зрители, смотревшие экранизацию произведения Михаила Петровича Старицкого «За двумя зайцами», наверняка узнают в Ершове колоритного персонажа по прозвищу Пляшка, роль которого досталась режиссеру 6 годами ранее начала работы над Вием. Пляшка, поговори. Сюжет Вия мистический, а для неискушенного советского зрителя местами даже пугающий. Поэтому многие родители предпочитали оградить детей от просмотра Вия. Главные роли в фильме исполняли известные актеры Леонид Куравлев и Наталья Варлей. Также в Вие снимались Николай Яковченко, Борислав Брандуков, Петр Вискляров, знаменитый по роли Дида Панаса из телепередачи «На добраніч, діти» и другие. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас. Ныне мы побываем в местах, где проводились съемки Вия, и увидим, как изменились эти локации спустя фактически 60 лет с момента выхода киноленты в прокат. Известно, что большая часть кинопроизводства проводилась в Чернигове и близлежащем городу поселке Седнев. Первые кадры из фильма показывают зрителю фасад Успенского собора Елецкого монастыря в Чернигове, увенчанного 4 куполами, у входа в который бездельничают бурсаки. События фильма «Вий» приходятся на XIX век и, согласно сюжету одноименной книги, происходят в Киеве. Великолепно проделанная командой фильма работа над картиной, изображающей наставление ректора на каникулы бурсакам, идеально передает атмосферу воспроизводимых из прошлого времен, а элементы архитектуры построек монастыря, на фоне которых производится съемка, сполна обогащают сцену старинными зодческими композициями. Но в этом сюжете есть режиссерская хитрость. Сцена, содержащая единый нераздельный смысл, снималась в разных локациях. Бурсаки стояли у входа ранее упоминаемого Успенского собора Елецкого монастыря, а ректор бурсы у Екатерининской церкви. Несмотря на то, что советскими властями Успенский Елецкий монастырь был закрыт в 1920-х годах и в его стенах прекращено богослужение, трагическая участь быть руиной обошла стороной монастырь, вероятно, по причине того, что на территории святой обители около 20 лет действовала филармония. Важно отметить, что съемочной группе пришлось приложить немало усилий для ремонтно-восстановительных работ на территории Елецкого монастыря, прежде чем производить съемку. Ибо, несмотря на то, что строения обители сохранились в довольно приличном состоянии, поддержанием их целостности никто не занимался. Красивые живописные пейзажи запечатлели в близлежащих с Черниговым селах Киенке, Брусилове и непосредственно Седневе. Сцену с похоронами панночки засняли на фоне деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Горохолин-Лес Ивано-Франковской области. Это величественное деревянное здание было построено в 1943 году во время немецкой оккупации на месте бывшей экономии сбежавшего польского землевладельца. Некоторые жители села были недовольны проводившимися съемками в помещении действующей церкви, связанными с тематикой потусторонней нечистой силы, опасаясь, что подобные действия накличут проклятие на святую обитель. Спустя 40 лет с момента проведения съемок, к сожалению, с церковью действительно случилась беда. В 2006 году здание сгорело в результате наличия проблем с электропроводкой по информации от экспертизы.
Местные же считают, что съемочная группа Вия стала причиной этих событий, подразумевая мистическую составляющую произошедшего. Определенно сцены, когда философа выводят из помещения церкви наружу, были сняты в Горохолином лесу. Что же касается эпизодов с кадрами внутри здания, то большая их часть была создана благодаря декорациям на площадке Мосфильма, поскольку руководство кинокартины забраковало первоначальную ленту со сценами, произведенными в Георгиевской церкви из Седнева, посчитав их излишне реалистичными, в то время как от режиссеров требовалось создать более сказочные образы. Для этого помощником призвали известного сказочного кинопостановщика Александра Птушко. Важно отметить, что идейным вдохновителем для съемок Вия выступил директор Мосфильма Иван Пырьев, талантливый влиятельный кинодел, известный своим крайне непростым характером. Впоследствии с подачи Пырьева большая часть отснятого киноматериала будет отклонена из-за чересчур новаторского подхода к режиссуре молодых постановщиков Константина Ершова и Георгия Кропачева. Съемочная группа провела много времени в поисках подходящего места для производства сцен Вия. Их задача усложнялась тем обстоятельством, что после становления в стране советской власти множество церквей находилось в запустении, в результате чего старинные строения разрушались и к моменту съемок были абсолютно непригодными для создания фильма. Это же обстоятельство не обошло и Георгиевскую церковь, расположенную в поселке Седнев Черниговского района. Во время Второй мировой войны здание церкви сильно пострадало. Пушкой был уничтожен купол и разрушена колокольня в результате пожара. В 60-е годы святыня весомо отличалась своей конструкцией от нынешнего вида и находилась в стадии упадка. По причине ветхого состояния Георгиевской церкви режиссеры решили производить наружную съемку другой святыни – церкви Успения Пресвятой Богородицы, о которой упоминалось ранее. А в эпизоде полета с ведьмой под куполом церкви оператор сохраняет в кадре лишь стены с окнами. Значимым отличием Георгиевской церкви являлись изображенные фрески на стенах. До нынешних времен они не сохранились. Все благодаря последующим восстановительным работам. Особенный ущерб изображениям нанесли реставраторы в 2000-х годах, когда часть церкви была разобрана полностью, а при ее сборке допустили халатность и ошибки при размещении досок. Как следствие, фрески были утрачены навсегда. Команда Мосфильма очень потрудилась над воспроизведением интерьера Георгиевской церкви в павильоне. Очевидцы съемок Вия после просмотра отмечали, что сходство было весьма достоверным, хоть размер помещения был несколько увеличен. Также очень устрашающе была изображена нечисть в фильме, роли которой исполняли актеры цирка. Правда, из-за главенствующей позиции Птушко на съемочной площадке они получились в характерном для кинопостановщика легко узнаваемом стиле. Интересно, каким бы получился Вий без консервативных идей Пырьева и энтузиазма одного из главных сказочных постановщиков СССР? Поднимите мне веки. Успенский Елецкий монастырь ныне принимает туристов и является одним из главных украшений Чернигова. Расположенный на возвышенности, включающий в себя комплекс исторических строений, архитектура которых – произведение выдающегося старинного зодчества. Он привлекает к себе огромное количество внимания историков и экскурсантов.
На месте сгоревшей церкви Успения Пресвятой Богородицы села Горохолин-Лес в 2008 году возвели новую обитель – Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, в которой проводятся богослужения для прихожан. Георгиевская церковь из поселка Седнев, единственная из 3, переживает не лучшие времена. Несмотря на приток туристов, финансирования на поддержание обители не хватает. Служители несколько раз организовывали добровольные сборы, и благодаря небезразличным людям святыня продолжает жить, а также принимать прихожан и приезжих на экскурсию.